Всем привет! Сегодня обещанный ролик, где мы рассказываем, как правильно читать камни. Раскрываем тайны масонов, так что, надеюсь, вы меня поймете. Так, первое. То, как вам расколоть камень, вам скажет только камень. Никогда не рассчитывайте, что, увидев красивый рисунок на камне, вы его отрежете как огурчик, колбаску, и вот этот рисунок прилепите на стену. Так не будет. В камне, как правило, есть одна плоскость в гранитном, по которой он колется хорошо. Есть вторая плоскость, которая перпендикулярна этой основной, по которой тоже камень более-менее хорошо может отколоться. Все остальные плоскости, которые идут под углом, по ним камень практически невозможно ровно расколоть. Можно, конечно, помучиться об этом в следующих передачах, но нас сейчас интересует получить красивый скол камня наименьшими усилиями. И мы рассказываем, как читать камни. Первый тип камня. Нужно его взять покрупней. Для того, чтобы подсветить узор на камне, мы используем водичку. Вы видите, самый простой тип камня. Сплошные слои. Идут раз, два, и пошло-поехало. Даже сверху видно, что слои. Этот камень спокойно колется по слоям. Они ярко выражены, читаются хорошо. Я думаю, что даже его кувалдой с заостренным носиком можно расколоть вполне успешно. Вот этот камень так колется. Никакой магии. Дальше переходим к более интересным случаям. Вот этот камень. С виду обычный валун. Есть какие-то мелкие волосяные трещинки. Никакого ярко выраженного узора. Но если мы покрутим его со всех сторон и посмотрим вот отсюда, мы обнаружим вот эту вот старый откол. Когда-то в леднике он, видно, ворочался. Этот камень был, судя по всему, больше и колонулся. Это основная плоскость. То есть вот так вот мы колем камень и получаем такие блинчики. Он по этой плоскости уже один раз откололся, отколется еще раз. То есть колем по основной плоскости. Переходим к следующему случаю. Более интересно. Если мы польем этот камень водичкой, мы увидим, что на нем, можно вот отсюда снять, проступают какие-то узоры. Но на самом деле это не слои. Это именно узор камня. Они неровные, они ветвистые. Вот. И было бы ошибкой колоть камень таким образом, пытаться колоть по ним. Но более того, если мы повернем этот камень, мы увидим, что тут тоже откол плоскости, что когда-то этот, возможно, откололся от большого валуна уголок. И как ни странно, нам нужно колоть этот камень вот так, а не вот так. Ну что, плавно переходим к теории внутренних углов. В камне, прежде всего, надо смотреть на внутренние углы. Что такое внутренний угол? Внутренний угол показывает, если он есть в камне, он показывает, можете, пожалуйста, водички набрать, он показывает предполагаемый раскол, который не состоялся в этом камне, и плоскости. Вот характерный пример внутреннего угла. То есть мы видим, что вот здесь плоскость и вот внутренний угол. То есть камень потенциально может расколоться или вот так,
или вот так. То есть опять-таки практически перпендикуляр к основной плоскости и дополнительной. То, что я вам показал, это в принципе простые, достаточно простые случаи, когда мы можем посмотреть на камень и сразу определить, как его колоть. Вот, кстати, небольшой пример. Камушка, обычный гранитный валун, без ничего, в нем нет ничего. Вот. Но если мы внимательно присмотримся к краплениям, мы все видим, что они имеют продолговатую структуру. То есть это и есть слой. Вот он идет так. То есть этот камень колется вот так. И не иначе. Потому что если мы посмотрим сверху, тут будут большие, ну такие сравнительно большие вкрапления. Вот видите, мелкие вкрапления показывают линии. Хорошо. Теперь мы переходим к самому интересному. К темно-серому валуну с однородной монолитной структурой, где нет ни слоев, ничего ярко выраженных. Спасибо за водичку. Проходим туда. Очень тяжелый валун. Я даже сомневаюсь, что это гранит. Вот. Кувалда от него отскакивает с колокольным звоном. Может, какой-то тип базальта, не знаю. Смотрите. В нем нет никаких рисунков особых. Ну вот есть мелкая волосяная трещина. Вот. Но опять-таки пытаемся его читать. Мы видим сверху основная плоскость, причем плоская, в отличие от вот этих вот граней. Можно показать, что она абсолютно плоская. Это нам делает намек. Абсолютная плоскость. Она заглаженная, потому что, судя по всему, он в леднике кувыркался очень долго. Дальше мы смотрим заглаженная, опять-таки, но это внутренний угол все-таки. И мы видим, что так, кто-то, какой-то камушек другой его в леднике пытался сколоть и так. И вот так. То есть вот эти вот грани параллельны этой плоскости. Более того, смотрим этот торец. Видим тоже внутренние углы. Продолжаем их рассекать линиями. Видим, что линия так идет, и она глубоко не пошла. Линия так глубоко не пошла. А вот эти сколы пошли достаточно глубоко. Вот здесь вот когда-то что-то откололось. И вот это вот все параллельно вот этой основной, самой большой ровной плоскости. То есть вот этот гранит, или не гранит, он будет колоться вот так. И не иначе. В одном из следующих роликов мы его расколем. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы.